Здравствуйте, уважаемые Инга и Яна и все зрители канала «Ведьмина изба». Я хочу рассказать, поделиться с вами, как на мою жизнь повлияли ритуалы работы Инги. Немножко из предыстории, как я пришла на этот канал. У меня был неудачный брак, простите за тавтологию, неудачный во всех смыслах. Я не буду рассказывать все подробности, но скажу, что были уже мысли о суициде, вот уже такая безысходность была, что меня удерживало, наверное, все-таки страх, чувство самосохранения и мысли о детях, что если меня не станет, кому они будут нужны. И что еще произошло? Моя дочь младшая, на тот момент она училась в начальных классах, она мне сказала, что мама, знаешь, вот никто этого не видит. Я когда выхожу из школы, меня встречает какой-то черный человек, он провожает меня до дома. Вот, это часто происходит. Вот. И настолько мне стало не по себе, я поняла, что надо бежать, надо спасаться. И вот как только я решила, пришла к этому решению твердо, сразу как-то сложились и обстоятельства, и люди пришли на помощь. Вот бывший муж заболел, его увезли в больницу, я поняла, что это шанс. Схватила в охапку кота, детей, и мы уехали почти за 2000 километров. Психологически, конечно, нам уже было намного легче, но материально нам было сложно. Я понимала, что даже разрываясь на 2 школы, кое-как сводим концы с концами. Квартира съемная, детские пособия мне не выплачивали. В пенсионном фонде, понимая даже наше положение, разводили руками и говорили: мы ничего сделать не можем, система не пропускает. От бывшего мужа помощи никакой не было. На алименты подала, но ничего не получала. Лишний раз не обращалась, потому что это оскорбление, это унижение. Просто я решила, все, буду выживать сама, как смогу. И вы знаете, на тот момент я поняла, что надеяться мне не на кого, только на высшие силы. И в ленте выскакивает рекомендация «Ведьмина изба». Я начала слушать, изучать канал. Мне стало интересно, особенно лекции, исторические лекции. Я потом даже в школе, когда детям что-то рассказывала, брала из лекции Инги что-нибудь, какие-то факты рассказывала, объясняла детям. Когда я стала слушать канал, мне попался ритуал «Колесо фортуны». Я начала проводить, стала начитывать. И вы знаете, я не скажу вам, что деньги прям пришли, а пришла мысль: поднимай свою задницу и иди работать туда, где платят деньги. И я уволилась из школы и устроилась на работу, грязная, физическая, тяжелая, но там действительно платили деньги. И вы знаете, стало намного легче. Через какое-то время у меня разблокировалась эта ситуация, и нам назначили детские пособия. Это очень хорошее подспорье. Уже не трясущимися руками я расплачивалась в магазине, уже могла детям позволить и вкусняшки, и подарки, и так далее. Еще такая ситуация. Когда-то, мы так уже в разводе прожили несколько лет, все хорошо, и, в принципе, мне понравилось жить так с детьми. Спокойно можно приходить домой, спать, есть спокойно, никто тебе нервы не мотает, денежно тяжело, можно заработать, все хорошо. Но, вы знаете, один человек как-то мне сказал: твое время прошло. Тебе нужно жить ради детей, твое время прошло. И вы знаете, как-то в душу эти слова как-то врезались. И я все время обдумывала, как мое время прошло. Мне еще чуть больше 40, у меня дети еще в школе учатся, а мое время уже прошло. И вы знаете, как всегда, на мои эти мысли, на мой отклик в рекомендациях на канале «Ведьмина изба» прилетает ритуал «Фагот приведет суженого».
Ну, я, конечно, особо не надеялась. Вот, думаю, если такой человек существует, он придет, а если не существует, ну, значит, так и буду жить. И начала начитывать, вот этот ритуал проводить ежедневно. Были даже такие моменты, когда, знаете, как ветром об стекло, вот такой удар. Я чувствовала, что меня слышат. Еще провела я, чтоб сосватали, один раз ритуал. И стала еще проводить на зеркало, на омоложение лица, для роста волос. То есть начала ухаживать за собой. Просто стала ухаживать за собой побольше. Вот. И вы знаете, через какое-то время действительно мужчины начали обращать на меня внимание. И прямо мужчины приходили вот с хорошими качествами. А я ведь когда начитывала, в мыслях держала, там же есть слова «кто рожден для меня». То есть это человек с качествами, которые действительно мне подходят, которые мне нужны. И я еще так думала, неужели такой человек существует, неужели он родился? Вот, приходили мужчины, знакомились, ну, хорошие, но не мое. Я прямо вот, ну, понимала, что, ну, не мое, не лежит душа. И вы знаете, где-то через полгода такой человек действительно появился. Вот, я даже не сразу так приняла его, я еще с настороженностью, все-таки у меня дети, как он будет к моим детям относиться, все это анализировала. Ну, вы знаете, каждый день, наблюдая за этим человеком, общаясь, я все больше так убеждалась, даже удивлялась, что действительно он прямо вот как под меня сделан. Вот. Нет, не все мужчины производятся на одной фабрике, оказывается, они все-таки есть и другие мужчины. Сейчас мы проживаем совместно, но еще вот как получилось, у нас стали строиться отношения, и мне приходит сообщение о том, что умер мой бывший муж. Вот. И, ну, в общем, сейчас-то все хорошо у нас, у меня уже новая семья. Вот. Главный добытчик у нас в семье – это муж. Работает сам на себя. И вот были с заказами, были проблемы. Я сказала, я знаю, где у меня помощь, откуда мне помощи ждать. Я сказала, иди, дорогой, на работу. Все будет хорошо с заказами. Я знаю, что все будет хорошо. Значит, и начала проводить ритуалы. Вот опять же, колесо фортуны, обращение к фортуне, на быстрые деньги, липни к рукам деньга. И вы знаете, муж возвращается, говорит, ты не поверишь. Я говорю, да неужели? Он говорит, вот один заказ только отработал, сразу 4 прилетает. То есть вот работает. На днях как раз произошло тут неприятности, у нас прямо посыпались друг за другом. Тут штраф, который можно было избежать. Ну ладно, потом я падаю, думала, руку сломала, боль была такая. Вот. Еще какие-то мелкие неприятности. И опять у меня вылетает в рекомендациях вернуть зло. Я провела этот ритуал. Через сутки узнаю, что заболел человек, на которого я бы никогда, я на самом деле бы не подумала. Недоброжелателей много, но вот на этого человека я бы не подумала. Вот так вот ритуалы влияют, вот так работа Инги влияет на мою жизнь. Я благодарю вас, Инга, благодарю, примите, пожалуйста, мою благодарность. Вы действительно не просто меняете наши жизни, а вот даже в моем случае вы меня вернули к жизни. Я знаю, как теперь помочь себе в трудную минуту, что нужно делать. Вы действительно даете нам шанс жить как люди. Спасибо вам большое, дайте боги вам здоровья, процветания вашему каналу. Я так волнуюсь, наверное, сумбурно рассказала, но вот прямо как будто душу сейчас излила. Спасибо вам большое.